Так, здравствуйте, друзья! Сегодня у нас большая премьера. Я надеюсь, что это первый ролик на русском YouTube, будет 100% на русском языке. Ну и далеко не так много этих машин вообще еще представлено. В общем, мы получили сегодня первых три Launch Edition. Это новый Ram 1500 TRX. Самая, наверное, громкая премьера, которая прошла среди пикап-траков. И вот, наконец-то, этих три машины у нас. Во-первых, давайте сразу про что такое Launch Edition. Когда Ram выпустил предзаказы на эту машину, Launch Edition — это ограниченная серия, выпущена было всего лишь 702 машины, это по количеству лошадиных сил, 702 лошадиных силы. И вот их выпустили всего лишь 702 экземпляра. Они идут только в таком цвете, они идут в максимальной комплектации, немножко своеобразная внутри отделка у них своя. И эти машины были раскуплены в течение часа. В течение часа уже невозможно было, в тот момент, когда открыли банк заказов, уже невозможно было заказать такую машину. На рынке такие машины продаются от 30 тысяч и выше стоимости MSRP. И вот, как говорится, среди этих 702 экземпляров 3 машины находятся у нас. 2 машины поедут в Казахстан и 1 машина поедет в Россию. Буквально уже следующую неделю, еще неделю нам поступает порядка, по-моему, 7 обычных TRX. Они как бы тоже в максимальных комплектациях, но это уже обычное стандартное исполнение. Вот, и мы будем продолжать снимать ролики, будем показывать тюнинг на эти машины. Сегодня с этими первыми 3 Launch Edition мы постараемся сделать максимально подробный обзор, полный тест-драйв, ну и постараемся вам максимально подробно рассказать вообще об этом автомобиле, потому что ждали вы его очень долго. Ну что, давайте начнем. Так, ну что, давайте перед тем, как мы пойдем гулять вокруг этой машины, немножко вообще расскажем историю, как эта вообще марка появилась, как ее заказывали, вообще ее как бы историю становления. Ram TRX тогда его назвали, да? TRX это тот же из мира динозавров, как бы всегда в этом сегменте тон задавал это Ford Raptor. Они первые выпустили такого плана концептуальный пикап. И многие стремились догнать Raptor, что-то ему противопоставить, но ни у кого не получалось реально это сделать. Ни у Toyota с ее CR-V Pro, ни у Ram с его Rebel, и GMC, концерн тоже они выпустили, у них, по-моему, 84, такая внедорожная версия, но все равно они не дотягивали до того, что сделал Raptor. И Ram еще в своем предыдущем поколении, это было, по-моему, 2017 год, показал концепцию. Rex еще в предыдущем кузове, до смены поколений. Очень был интересный концепт, и тогда они анонсировали, что они поставят на него вот этот Hellcat двигатель 6.2, который очень популярный. Этот двигатель первый пошел на Dodge Challenger и Dodge Charger. Первые они 2 выпустили вот этих машины с этим двигателем Hellcat, 700 лошадиных сил. Следом он появился на Jeep Trackhawk и потом на Dodge Durango. И вот потом они его решили поставить все-таки на пикап и сделать вот такой вот мощный, внедорожный, в то же время спортивный пикап. И вот с 2017 года
Сейчас у нас на дворе 21, вот столько времени эту машину ждали, муссировали. И, наконец, в 2020 году, в августе месяце, прошла презентация этого пикапа. И сразу же открылся банк заказов. Это было 18 августа, если я не ошибаюсь. Буквально 20 августа мы заказали уже первую машину. И вот эта машина заказана с 20 августа, а сейчас у нас на дворе 6 февраля. До сих пор не пришла, она должна появиться на следующей неделе уже у дилера. Первые выпустили Launch Edition. Все Launch Edition уже 21 модельного года производства, точнее календарного года. Вот. И следом за ними уже сейчас пойдут обычные TRX. То есть продакшн, конечно, затянулось. Мы ожидали их получить в ноябре, потом в декабре, потом в январе. И вот в конце концов только в феврале мы получили эту машину. Launch Edition, конечно, ну это уже экстремальные любители и, можно сказать, коллекционеры переплачивали такие деньги за эту машину. Обычный TRX продается подешевле, но тоже выше стикера, и спрос на него огромный. Сейчас мы надеемся, все наладится, войдет в свою колею, и мы будем уже знать четкие сроки производства этой машины. Сейчас мы объявляем, это где-то 2-3 месяца нам надо на продакшн. Хотя вот у нас человек заказал в январе эту машину, и вот в конце февраля мы уже ее ждем, то есть очень быстро. Ребята, уже открыты мы для четких заказов, четких пониманий. Все контакты наши в описании к этому видео. Звоните, пишите, и мы вам дадим четкие условия поставки такого автомобиля. Ну а сейчас давайте вернемся к нашему Launch Edition. Расскажем конкретно отличия этой машины, ну и вообще, что такое TRX, покажем. Поехали. Начнем с двигателя. Это самое интересное, что здесь есть. Вот, обычно по прежним автомобилям, которые мы показывали, у нас были на съемках и Trackhawk, и Challenger с этими двигателями Hellcat. Этот двигатель мы видим сразу здесь. Здесь же мы поднимаем капот и видим большую крышку. Мы надеемся, что это двигатель. Вот, поднимаем эту крышку, а здесь опять же мы не видим двигателя. Здесь стоит огромный фильтрующий элемент, причем их два. Их общая суммарная поверхность составляет, по-моему, 0,18 метра. Это рекорд вообще максимальный. Общий объем вот этих каналов, которые запускают воздух, 29 литров. Воздух заходит через капот и отсюда, с двух сторон. Как бы там стоят тоже специальные каналы, они отсекают воду и грязь, и уже заходит сюда в сам вход фильтрующий элемент. Вот, а дальше уже под ним уже мы можем увидеть сам двигатель. Очень интересная деталь, которую сделал сам концерн Chrysler, это вот эта вот картинка. Вы видите, здесь на картинке нарисован большой динозавр T-Rex, который пожирает маленького динозавра Раптора. Вот это они так, понимаете. На самом деле они сожрали Раптора, просто убили, и сейчас Раптор догоняет его. Буквально вчера мы запустили видео про презентацию нового Раптора. И опять же, эта презентация чисто был такой шажок показать, что мы еще живы и не потерялись, и что мы сделали. Но все равно они пока отстают, пока сильно отстают. Вот такая вот интересная картинка. Ну а внизу уже у нас сам Hellcat двигатель. Повторюсь, 702 лошадиные силы и 881 ньютон на метр крутящий момент. Тоже супер рекордный. Вот. А коробка, как мы говорили, осталась прежняя, 8-ступенчатый автомат у нас. Места здесь практически никакого свободного уже нету. Здесь у нас большой мощный аккумулятор. Вот только здесь слева у нас есть маленькое место, на которое мы можем потратить. Мы уже как бы смотрим на этот пикап с позиции, что тут можно затенячить, что тут можно поставить. Уже есть в проекте кронштейн для установки лебедки. Так что скоро мы будем уже ставить сюда лебедки. Я думаю, нам нужен где-то месяц. Вот, и скоро вы это увидите. Ну и всякое интересное дополнительное оборудование. Кстати, тоже маленькое отступление. Одну из этих машин, по-моему, вот эту,
Нет, вот ту без рембара. Мы отправляем буквально на следующей неделе на дальнейший тюнинг. И, конечно, ее мощность будет уже больше 1000 лошадиных сил. Потом она вернется к нам, и мы это дело вам тоже покажем. Так, ну что, поехали дальше. Будем говорить про внешний вид. Графические наклейки эти, они только идут на Launch Edition, на обычный TRX. Тоже предлагается графика на капот и на кузов, но она немножко иная. Мы это вам тоже представим. Здесь вы видите вот этот большой воздухозаборник, который загоняет часть воздуха в двигатель. Ну, как мы говорим, основной поток идет отсюда. Заметьте, кстати, что большие буквы РЭМ, в отличие как у Раптора, у него они полностью закрыты. Здесь они по-прежнему открыты, то есть не сокращают этот поток воздуха, который заходит в наш воздушный фильтр. Здесь красиво выполнены маркеры в стиле Раптора. Здесь уже как бы, ну, Раптор изначально как бы внедрил это, а тут уже как бы РЭМ догоняет. Но они сделали по-своему красиво и четко. Вообще, почему появились эти маркеры по капоту, на крыльях? Машина очень широкая. Есть специальный регламент. Если ваша машина шире, чем 2031 миллиметр, то вам надо ее обозначать вот такими вот специальными маркерами. Это уже ваше право, как вы их разместите, как вы их покажете, но все ваши габариты должны вот так дополнительно маркироваться. Конкретно эта машина стала шире обычного РЭМа на 20 сантиметров. Представьте, на целых 20 сантиметров эта машина шире. Естественно, она вышла за эти габариты, так же, как и сам Раптор. И поэтому появились вот такие вот маркеры. Сначала у Раптора, а потом и у TRX. Вот, они классно смотрятся, они как бы добавляют определенный какой-то шарм автомобилю. Вот, они есть как спереди в этом оранжевом цвете, так и сзади в красном цвете. Фары здесь полностью все LED, что ближние, что дальние, что ходовые огни, что противотуманки. Здесь у нас парковочные сенсора в бампере. Бампер у нас одним идет куском, то есть не как у Раптора составной, два клыка и центр. Здесь полностью весь бампер одним куском, полностью металлический бампер. Вы видите, он практически не выступает от решетки капота, то есть углы съезда максимально и въезда максимально короткие. Ну, также буксировочные крюки. Точно так же, как взяли концепцию у Раптора, сразу за бампером идет мощная алюминиевая защита, и как бы повторяя все контуры и выштамповки самого бампера. Здесь красивые у нас тоже пластиковые накладки воздухозаборника 6.2 Supercharger. Здесь вы видите, вот насколько расширились ваши крылья. У вас появился здесь воздухозаборник и здесь. То есть воздух, в принципе, если вы посмотрите прямо в крыло, он как бы проходит насквозь. Он заходит и на двигатель, и выходит наружу. Зеркала, в принципе, не изменились. Они также повторяют такие же, как и у обычного РЭМ 1500. Но вот колеса и диски тоже заслуживают определенного внимания. Резина здесь стоит Goodyear, Wrangler. И эта резина была создана специально, конкретно для этой модели. Ну, сейчас она, естественно, пойдет в продажу и будет продаваться для всех траков, но создавалась она специально под вот эту модель TRX. Это модель Territory называется, All Terrain резина. Вот, тоже очень мощная, зубастая, но еще вот такие появились насечки, как у зимней резины. И мы подозреваем, что она будет неплохо вести себя и зимой. Но, опять же, это как бы наше предположение. Диски у нас, в отличие от Раптора, здесь у Раптора в стандарте стоят 17, здесь у нас 18 диаметр, 325, 65, 18. А у Раптора они шли 315 на 70. Они выше за счет того, что у него сам диаметр диска меньше. Но по ширине эти колеса еще шире. Передние и задние арки имеют свои уже лайнерсы, то есть защиту полностью покрыты. Но по подвеске мы сейчас поговорим отдельно. Совершенно новая усиленная рама высокопрочной стали с мощными передними элементами, сделанными методами гидроформовки, разработана специально для нового TRX.
Производители заявляют, что они разобрали несколько рапторов и изучили все слабые места, которые четко доработали. Подвеска суперпикапа новая. Впереди это двухрычажка с коваными алюминиевыми верхними и нижними рычагами. Адаптивные амортизаторы Bilstein Black Hawk И2 с выносными резервуарами и независимой регулировкой нажатия и отбоя. Каждый амортизатор имеет свой датчик сжатия. Таким образом, постоянно считывается рельеф дорожного покрытия, и каждый амортизатор, соответственно, настраивает свою жесткость, контролируемую специальными двумя клапанами в корпусе амортизатора. Также жесткость амортизаторов изменяется в соответствии выбранному режиму вождения в меню автомобиля. Ход подвески увеличен на 40% по сравнению с обычными версиями Ram 1500 и теперь превышает 330 мм. Сзади это совершенно новая пятирычажная подвеска, на которой закреплен неразрезной мост Dana с электронной блокировкой дифференциала. Чтобы компенсировать всю мощь, передающуюся от двигателя на задний мост, установлен еще Bilstein демпфер, амортизатор. Разработчики TRX правильно посчитали, что рессоры задние нужны для грузоподъемных пикапов, а TRX не отличается грузоподъемностью, а главное его достоинство – это скорость и проходимость. И новая подвеска только улучшает эти характеристики. Ford Raptor только сейчас пытается создать что-то подобное. Поехали дальше. Здесь, на этой машине конкретно у нас находится Rack Rails. Это защита порогов, специально мощная. Она заходит туда далеко. Это полный цельный кусок железа. И они также оставили небольшую подножку. Пользоваться ей, конечно, достаточно тяжело. Вот так вот наступая и залазить. Машина высокая, 30 сантиметров клиренс. Вот, и, конечно, подножка нужна. Ее можно считать как за подножку, но недостаточную, конечно. Но в то же время у вас появилась полностью защита по ваших порогах. Вот. Есть специальные подножки, вот они на том Рэме. Это уже полноценная подножка. Такая же ширина примерно, как у Раптора. Такое же нескользящее покрытие, на которое вы можете наступить и спокойно уже залазить в ваш автомобиль. Но функции защиты порогов она, конечно, не выполняет. Вот. И опять же, какая-то дополнительная помеха. Те, кто реально использует эти машины на оффроуд, где-то на камне ее можно подмять. Почему у нас многие сейчас стали вообще убирать такие подножки и ставить выдвижные. Вот на эту машину мы будем ставить уже выдвижные подножки. Забыл сказать, что диски у нас тоже идут с бэдлаками. То есть в штатном исполнении идут просто черные диски без бэдлаков. Это дополнительная опция. И цена ее, по-моему, около 1200, если я не ошибаюсь. Поехали дальше. Здесь точно так же увидите максимально расширенные задние крылья. Здесь точно так же у них свои, но это уже не воздух сюда не заходит. Это такая фальш, воздухозаборник. Ну и такие же красные уже маркеры, встроенные непосредственно в крыло. Так, подножка. Подножка уже идет в базе, так как здесь у нас присутствует так называемый Bad Utility Group. Это такая же вещь, как и у обычного Ram 1500, которая идет специальные рельсы по кузову, подсветка в кузове и вот эта вот подножка. Подножка здесь тоже совсем не лишняя. Задние фары. Задние фары ничем не отличаются от обычного 1500-го. Только вот именно в исполнении Black Edition, то есть они полностью затемнены. И вот эти элементы, это здесь датчики слепых зон стоят, они тоже в черном цвете выполнены. Кузов. Во-первых, здесь у нас нету опций рэмбаксов. Понятно, что их и не будет, крылья задние совершенно другие. Нету опции разрезного борта. Это чисто такой бескомпромиссный спортивный пикап. Все то же самое черное, сзади большая надпись Ram черная, TRX, и вот эта вот графика тоже 4×4. Здесь у нас постоянный полный привод, мы вам это тоже все покажем. Большие окончания глушителя, они даже большего диаметра, чем у Раптора, мне кажется. Вот, и звук гораздо интереснее такой, сочнее. Давай, кстати, погазуем.
Рапторе практически в каждом, кто заходит к нам на тюнинг, мы меняем глушители. Люди хотят, чтобы машина звучала так посерьезней. А здесь же, здесь этого как бы звука уже вполне хватает для этой машины. Кузов здесь точно такой же, как у стандартного Рема. 62 на 65,5. Это хорошо, во-первых, тем, что нам не надо там заморачиваться по поводу аксессуаров, там крышки, кунга, всего остального. Все будет сюда подходить. Это большая новость. Так, открываем. Открываем. Поехали. В кузове здесь у нас установлена запаска. Под днищем места хватает, и туда вы можете эту запаску перенести, использовать ваш кузов полностью по назначению, как вы хотите, для груза, потому что, естественно, запаска здесь съела много. Рэм-бар. Эта фишка появилась только на TRX, хотя она предлагалась уже достаточно давно, и можно было ставить на обычный рэм. Классно выполнена, мощная дуга такая двойная. Сюда вы можете поставить дополнительный свет и вперед, и назад, что мы будем делать в ближайшем будущем на этой машине. Вот, единственный минус этого рембара, то, что крепление его, вы видите, заходит сюда вовнутрь, и поставить уже сюда какую-то крышку уже проблематично, поэтому мы будем думать, как эту проблему решить, и может в скором будущем мы это сделаем. Продаются другие, это называется Chase Rack, вообще такая вещь. Много компаний предлагают, очень есть интересные решения. Вот на одну машину мы уже будем ставить другой Chase Rack, и там уже можно его совместить с крышкой. Ну, мы, может, что-то придумаем и с оригинальным рембаром в будущем. Вот, ну вот такая вот, что хотелось бы рассказать по кузову. Кузов полностью покрыт напылением. Здесь также стоят подсветка в кузове с кнопочкой, вы можете активировать ее. И кроме того, вы видите 3 красных маркера у нас стоят вот здесь. У Раптора, кстати, такого вещи нет, у него только на задних крыльях. Здесь у нас подсветка номера, 2 разъема для прицепа. Ну вот, в принципе и все. И буксировочные крюки. Вот, пока ни о каких там брызговиках речи не идет. Я думаю, что в скорости все запустят на полную катушку автомаркет, производители заработают и начнут появляться аксессуары для этой машины. Но пока их нету. Вот. Да, забраться сюда не очень удобно. Так, ну вот, мы на заднем сидении. Отделка, как и у всех ремов, дорогой комплектации, очень классная, дорогая кожа. Кожа здесь будет только черная, другого салона вы никакого не получите. Единственное, есть опция Red Accent Seats. Это вот такой пойдет у вас красный акцент, красная строчка и красная прострочка по панели. Вот, в данном случае мы имеем Launch Edition, здесь как бы немножко свое исполнение, вот с этой алькантарой. Карбон пакет, точно так же отделка вся по передней панели, в дверях карбона нету, есть карбон на центральной панели, и вот назад они точно так же сделали такие красивые карбоновые вставки. Здесь, да, по верху, по дверям тоже есть небольшие карбоновые вставки, и тут, конечно, вообще красиво сделали сочетание. Сверху гладкая напа кожа, красная строчка, потом алькантара, полированный алюминий, перфорированная алькантара, у которой внизу как бы под дырочками красный акцент также просвечивается, и сам карбон. В общем, все четко, красиво и смотрится очень так элегантно. Сзади, вы видите, тут еще такие вот сделали по-военному прострочки, такие канты, интересное решение. Тоже перфорация сзади, причем удивительно, вот здесь это вы точно так же имеете натуральную кожу, что
встречается очень редко. Обычно кожа у вас только под тем, где вы сидите. По-прежнему 2 USB, вентиляция сидений задних, подогрев задние сиденья, розетка на 110. Ну, опять же, повторюсь, это Launch Edition, это максимальная комплектация. Панорамная крыша, это все сюда вошло сразу. Harman Kardon музыкальная система, 19 динамиков и 900 ватт мощность. Вот такая вот у нас машина. Места здесь хватает. Интересно, у нас осталось, да, осталось у нас сиденье вы можете подвинуть, спинку откинуть. Вот так вот это все работает. Так что это тоже, как бы говорится, свой рекорд в классе. Откроем сиденье. Так, подлокотник. О! Смотрите, как выполнен, совсем по-другому, не так, как в обычных ремах. То есть здесь у нас получается подлокотник ровненько складывается, получается, ну, наверное, крайняя чуть больше по 30, и средняя ровно такая же часть выпадает. Здесь 2 подстаканника, небольшая ниша, то есть вот для 2 пассажиров вполне комфортно вы можете сидеть. Смотрите, сколько места спереди. Заднее стекло с подогревом, и вот это додвигается. Смотрите, 1, 2, 3 колонки у вас над головой, лампы для чтения и большие колонки в дверях. Дальше, под сиденьем. Ну, под сиденьем все стандартно, штатно, как и в предыдущих ремах. Вот такая у них есть своя полочка. Так вот она откладывается, и вот такую вы можете сделать ящичек. Ну, как правило, мы сейчас ставим уже четкие ящики. Вот сейчас стали духа делать вообще закрывающиеся. И сюда он точно так же подойдет и станет. Ну что, теперь за руль. Так, ну что, друзья, сейчас мы сделаем тест-драйв. Мы уже на этой машине ездили, когда забирали от дилера, но такая погода была не очень, и как бы не очень хотелось на ней газовать. Вот, сегодня у нас абсолютно выходной день, машин на дороге гораздо меньше, и поэтому мы сможем нормально покататься. Поехали. Класс, звук вообще потрясающий. Head-up дисплея, потому что очень они его глубоко засунули. Вот отличие от той же GMC, что у них на head-up дисплее настройка находится вот здесь прямо отдельно руками. Это очень важно. Вообще это классная вещь. Буквально я сегодня разговаривал с клиентом, позвонил, да, хочу TRX, потом начали говорить про ремы, и он задает вопрос, а как вот показания спидометра, можно ли сделать шкалу в километрах. Я говорю, ребята, вы уже, во-первых, у вас есть центральный дисплей, на который выводятся показания скорости, вот, а во-вторых, у вас уже есть head-up дисплей, на который у вас будет скорость текущая ваша, и вы выбираете, в каком режиме, километры в час или мили в час. Спидометр, мы сейчас его переводим в километры в час. Все, у нас теперь показывает скорость километров в час на центральном дисплее и на нашем head-up дисплее. Но если мы хотим задействовать наш центральный дисплей как показатель чего-то другого, мы пойдем уже в настройки там, спокойненько, и все равно на head-up дисплее у нас все равно скорость будет отражаться в километрах в час. Поэтому сейчас вопросы задавая вы, как у вас устроена система, мили или километры, это уже не важно. Вот у вас есть проекция на лобовое стекло, и там у вас все в километрах. Есть такие так называемые оффроуд страницы, очень интересная вещь. Они вот тут, в данном случае она показывает наклон машины по вертикали, точнее по горизонтали, и в продольном, и в поперечном срезе. Дальше мы можем перейти на оффроуд. В данном случае у нас будет показываться wheel articulation. Ага. И здесь drivetrain. Здесь у нас показывает, в данном случае, у нас как бы не постоянно полный привод, у нас автоматически полный привод. То есть мы здесь не можем в данном сочетании раздатки выбрать, допустим, чтобы машина ехала на заднем приводе. У нас есть либо автоматически полный, либо автоматически high, это полный постоянный, но там при движении на больших скоростях.
либо же полный пониженный, это где-то уже на реальном бездорожье. И здесь у нас есть также блокировка заднего дифференциала. Вот мы ее сейчас заблокировали. Причем эту блокировку мы можем включить, в принципе, в любом положении. Есть. Ну и также кнопка нейтрали для транспортировки машины. Это у нас контроль движения на спуске. Поехали. Очень приятный звук, но и в то же время хорошая звукоизоляция. Хочется сразу отметить рулевое колесо. Они, конечно, тоже РЭМ тут превзошел себя. Руль очень эргономичный. Не хватает немножко, я бы сказал, толщины. Хотя вот здесь вот на без 10.2 утолщение очень, очень приятно. Вот здесь немножко хотелось бы потолще. Вот, а так прям супер эргономичный. Смотрите, как мы рельсы переезжаем. Вообще, как на легковой машине, прям. Внизу он такой D-образный. Давайте нажмем. Офигенно, блин. Офигенно. Сколько у нас там? Ну, в общем, сотку он набирает по характеристикам за 4-5 секунд. Это просто, блин, просто обалдеть. Мы, кстати, потом поиграемся с этими спид-страницами. Здесь специально есть, как у каждой спортивной машины, специальные настройки, страницы, где вы можете замерить, там, за сколько ваша машина там набрала там, до сотни, потом там миля, полмили. Ну, мы это вам сейчас все тоже покажем. Но, конечно, ощущение потрясающее. На одном пикапе мы так не ездили. Это 100% в этом плане самая лучшая машина. Ну, по подвеске, опять же, очень комфортно. Я говорю, мы вот только что проехали эти рельсы, которые мы проезжаем на многих пикапах, но так, как будто мы на каком-то SUV проехали с полностью независимой подвеской. Руль классный, супер. Тут перфорированная кожа, здесь сверху алькантара, внизу тоже алькантара, вставка карбоновая. В общем, руль очень классный. Все значки у нас здесь, опять же, тоже в темном цвете выполнены. Зеленая у нас. Сразу хочется сказать по расходу. Производитель, в общем, такие цифры назвал. 25 литров на 100 километров в город. Трасса, по-моему, 17,7 что-то. Ну, слушайте, при таком двигателе это, конечно, должно так и быть. Вот. Когда у меня спрашивают, там тоже клиент обратился, хочу TRX, потом, а можно ли его сделать еще больше сил лошадиных, а потом он спрашивает, а какой будет расход? Я говорю, блядь, да зачем вы тогда спрашиваете, можно ли вам лошадиных сил добавить? Купите себе, наверное, Теслу и катайтесь, как говорится, не думая о расходе. Вот, имея такой пикап с такими мощностями, как говорится, люди в последний момент задают вопрос, какой будет у него расход. Какие еще интересные вещи хотелось бы отметить. Ну, первое, центральная консоль. Что здесь поменялось, это то, что появился селектор переключения передач, нормальный вот такой вот рычаг, как у Раптора, и мне кажется, он самый удобный. И, блин, он такой прямо супер культовый. Маленький, отделка под алюминий, перфорированная кожа, в общем, то, что надо. Вот эта вот крутелка, конечно, мне не очень нравится. Она, может быть, хорошо там где-то на Range Rover'ах смотрелась, вот, но у Рэмов все-таки вот это вот, особенно там, ты все равно перескакиваешь, тебе, чтобы там перейти на драйв, надо пройти и заднюю передачу, и нейтралку. А здесь вы четко раз, и все, вы уже в нужной передаче. В общем, это интересней. Опять же, видите, вот сюда вы перешли на спорт, и здесь у нас уже есть подрулевые лепестки, и вы можете ехать, как будто управляя механической коробкой, и переключать передачи вашей трансмиссии вашими лепестками механики. Так, ну все, выходим мы на хайвей.
знаю, попробуем сейчас проехаться, нажаться и вообще рассказать наши ощущения. Звук потрясающий, да? Вот так же этот трек-хок набирал. Ну, не, наверное, резвее, но вот звуки были именно такие. Ну вот, там 130, мы уже вышли с полосы разгона. И вообще у нас, вот мы едем сейчас там 115, у нас тахометр показывает 2000, чуть больше 2000 оборотов. Сейчас опять же вот в таком режиме машина едет на заднем приводе. Ну, полностью ощущение, как будто ты за рулем легкового автомобиля, только сидишь гораздо выше над проезжающими машинами, но по то, как она управляется, то, как она едет, это вообще потрясающе. Глушитель тоже, заметьте, как он работает. То есть, если мы едем в нормальном режиме, там даже при высокой скорости, он совершенно там не рычит, не гавкает и абсолютно вас не напрягает своим звуком. Вот. Ну а, конечно, уже когда обороты наши вырастают, вот тогда вот появляется это такой грозный рык, который должен быть у такого двигателя. О, слышите? Машина, как говорится, блин, не для ума, а для души. Вы понимаете, вот у меня тоже сегодня человек спрашивает, блин, хочу себе такой пикап, чтобы получать удовольствие. Ну вот я вожу там 2 снегохода, это. И говорю, вам не подойдет такой пикап. У него грузоподъемность всего лишь вот 459 килограмм. Представляете? Это совсем с людьми, с грузом, совсем. Каждый снегоход у вас минимум там за 200 килограмм, да, вот вы 2 снегохода поставили, и вся ваша уже грузоподъемность съелась. Причем, представьте, мы-то рассчитываем эту грузоподъемность как бы по всему, длине машины, начиная от водителя с пассажирного, пошло дальше. А там бы все кинули наверх на кузов. Вот, поэтому, если для таких целей вы берете машину, то Ram вам тут, конечно, не помощник. И даже Raptor тот же, да и, наверное, любой полутонный пикап вам не подойдет. И вам надо рассматривать уже такой пикап на 3/4. А если вы там рыбалка, охота, путешествия, и в то же время вы любите такую достаточно быструю, можно сказать, экстремальную езду, вот, и готовы платить эти деньги, то вот TRX это, конечно, 100% тот пикап, который будет вас радовать постоянно и не оставлять равнодушным. Просто вот, блин, я сам еду и получаю огромное удовольствие от этой машины. Как она рулится, как она едет. Конечно, с ней бы еще забуриться куда-то в поля и попробовать ее. Вот. Но мы это, к сожалению, делать не можем. Каждая из машин уже продана, уже имеет своих клиентов, и нам можно только вот так вот проехаться по дорожке и не экстремально нажать там на педаль газа. Вот это все. Но своими ощущениями, своими впечатлениями мы хотим поделиться с вами. Вот, мы уже говорили о том, что здесь совершенно новая задняя подвеска. Здесь ушли уже от рессор. Здесь стоит пятирычажка, стоят сумасшедшие большущие длинные пружины, огромные длинноходные амортизаторы. Вот, и машина, конечно, совсем по-другому себя ведет. Центральный дисплей. Здесь у нас, конечно же, ничего не изменилось. Здесь у нас стоит наш 12-дюймовый дисплей, такой же, как и на всех предыдущих Рэмах. Так, полицию мы уже проехали, да? Она там была. Можем газовать. Вот у нас впереди белый Гленваген, и мы его как стоячего тогда
Да, пока таких машин совершенно нету на дорогах. Очень много на дороге зевак, очень много тебя там встречают такими восторженными глазами. То есть, в принципе, РЭМ очень сильно подогрел публику, аудиторию перед тем, как эта машина вышла. Я повторюсь, ждали их очень долго. Вот. И сейчас, когда они вышли, там ролики набирают сумасшедшее количество просмотров, и люди их очень-очень ждут. Ну, что еще? Опять же, давайте вернемся к этой Launch Edition. Я говорю, насколько они сейчас популярны, огромное количество людей хочет приобрести эту машину. У нас есть люди, которые пока ждут, не покупают, они ждут, что немножко все-таки снизится на нее цена, потому что, как я повторюсь, вот эта Launch Edition, ну, понятно, из-за того, что ее выпущено очень мало, ее продают очень дорого, от 30 и выше, да. Обычную машину, обычный TRX тоже не отдают по MSRP цене. Начинались они там плюс 10 и выше, сейчас немножко цена припала. Вот, но все равно, как бы, при ее стоимости там 93 и больше, и еще наверх на MSRP, ну, естественно, доставка и все остальное, некоторых людей это отпугивает. Они говорят, окей, мы подождем, пусть наладится производство, пусть упадет этот ажиотаж, и когда они пойдут там в MSRP, то мы уже купим и займемся там поставкой этой машины. У нас там, наверное, таких 4-5 клиентов. Вот. Ну, а многие, конечно же, не стали, понятно, они брать Launch, потому что отличия небольшие, но обычный TRX купили, там переплатили и торжественно ждут уже счастливого момента, когда они его получат. Вот. И мы уже начнем их радовать со следующей недели. Как я говорил, там, по-моему, 3 машины приходят, потом еще 3, вот, и как бы уже будем работать над ними. Вот, Launch Edition выпускается только в этом цвете, вот этот вот серо-зелено-голубой, вот такой цвет. Больше TRX в этом цвете выпускаться не будет, этот цвет только для этой Launch Edition. Мы надеемся, что у этого пикапа такая будет долгая жизнь, и, конечно, будет много там доработок. Мопар обещает огромное количество аксессуаров, пока их очень мало на самом деле. Вот. Ну и, конечно же, автомаркет производители тоже порадуют нас какими-то допами, а мы уже, соответственно, вас. Просто, этот двигатель, конечно, провоцирует вот ехать быстро. Просто, всегда хочется, как только где-то какое-то свободное место, нажать на педаль. Поэтому готовьтесь, что нарушений скорости у вас будет много. Обалдеть. Окей. Так, сейчас мы заблокируем задний дифференциал. Ну все, теперь попробуем поехать. Ну, это ему вообще не помеха. Вообще здесь, конечно, на такой дороге можно было и не включать понижайку там или те же блокировки. Он бы легко, я думаю, прошел бы и так на автоматически полный.
Так, ну что, вот я только думаю, где нам тут прыгнуть на это. Так, ну что, поехали дальше. Поговорим про оформление. Как мы сказали, все, вынесли шифтер сюда, и ушла вот эта вот бегающая панелька, которая у нас бегала от начала и до конца ваш подлокотник. То есть здесь стала уже более привычная компоновка. То есть вот есть центральный подлокотник, он двойной, как и в других ремах. То есть вот здесь вы можете там хранить свой кошелек, там, а здесь у нас зарядная для телефона, а здесь вы открываете и получаете уже более глубокий ящик. Здесь точно так же, как у всех ремов, большая логарифмическая линейка, вот, но что интересно, у обычных ремов здесь идет картинка с разными пикапами, там, от первого пикапа в их истории и кончая последним поколением. То есть здесь же картинку поменяли. Сейчас мы ее включим. Вот здесь уже у нас нарисован наш рэм в комплектации, вот это именно TRX. Потом сам этот большой динозавр T-Rex. И впереди маленький раптор. И как будто он его опять сожрать хочет. В общем, стебанулись они тут над раптором конкретно во всех этих. Блин, вот просто это история противостояния, и молодцы, ответили просто супер. Вот здесь копилочка у нас есть, для ручки место, опять розетка на 110. Вот это все здесь у нас присутствует. Здесь у нас карбоновая такая крышечка, здесь у нас наш подстаканник. Беспроводная зарядка для телефона, вот она присутствует. Тут такая мелочь, 4 USB разъема. Появились ауксы, их всего 4, на Рапторе порой и 6 не хватает. Ну, хорошо, что есть уже хоть 4, то есть какие-то дополнительные электроприборы мы уже можем на них задействовать. Очень грамотное решение. Это колесико, мы говорили, это помощь при движении задом с прицепом. Очень важная и полезная вещь. Так, поехали по кругу. Здесь такой же стандартный блок, как и у всех ремов. Открытие заднего окошка, вот оно, это открытие люка, это вентиляция люка. Люк у нас работает только вот, давайте, вот, кстати, работает один раз, надо нажать, не нужно держать. Вот на такую ширину вы можете ваш люк открыть. Закрыли. Также вы можете его открыть чисто на вентиляцию, вот такая щелка у вас появляется. Закрыли. Это у нас шторка. Видите, у нее нету промежуточного положения, как у Раптора, а закрывается она полностью от начала до конца. Тоже держать ее не надо. Вот, плотная очень, то есть все, в жаркую погоду солнце вам башку светить не будет. Это открытие заднего окошка, это у нас вызов помощи на дорогах, и это управление светом. Здесь вы можете также открыть заднюю дверь с кабины, это подсветка наша. Зеркало у нас, вы видите, уже с камерой заднего вида. То есть вот у нас красивая такая картинка. Так мы пользуемся обычным зеркалом. А вот таким макаром у нас сразу появляется уже камера. Так, настройки. Это у нас первая, это яркость. Вторая у нас вверх-вниз. Здесь, как мы говорили, у GMC зума, к сожалению, не предусмотрено. И это, то есть, яркость нашей картинки. По дисплею все стандартно. Здесь мы ничего не будем повторять. У нас очень много на канале подробных видео, которые отражают все эти настройки. Мы лишь хотим поговорить то, чего нет у обычного рэма. Поехали. Вот есть такая кнопочка. Здесь целый ряд кнопок. Первая есть кнопка TRX. Это настоящая физическая кнопка. Мы ее нажимаем. И здесь у нас уже появляются вот такие вот интересные настройки. Поехали. Здесь у нас отражается, во-первых, у нас несколько режимов вождения есть. Это спорт, это товен мод, это снег, это
автоматический режим. Потом у нас есть Mud and Sand, это песок. Рак, это по камням. И Баха, это тот режим, то же самое взяли у Раптора. Здесь они четко уже содрали. Это когда вы очень быстро ездите там по пустыне, по пескам, по бездорожью. Это вот, как говорится, основное достоинство. Сейчас оно у нас показывает кастом режим. Вот мы меняем режимы. Режимы мы можем менять и здесь. Вот у нас две кнопки смены режимов. При каждом смене режимов у нас картинка на экране тоже меняется. Очень красиво, все ярко это подсвечено. Видите, и Towing режим есть. Кстати, у Raptor такого не было. Спорт режим есть. Ну, то есть, тоже таких вещей не было. То есть, всего режимов у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 режимов. Так, давайте допустим, что такое авто. И вы видите, как у нас меняются настройки основных показателей. Трансмиссия, pedal shifter, это подрулевые переключатели, контроль стабилизации, подвеска и само рулевое управление. То есть в каждом из режимов. Так, а почему у нас... чтобы перейти в рак, нам надо включить постоянный полный привод. Ну, допустим, Snow. Окей. И вот как у нас здесь все сразу заиграло. Pedal-шифтерами мы уже не можем управлять. Трансмиссия переходит вот именно в этот режим Snow. Я думаю, что переключение передач идет гораздо реже. Вот. Stability контроль полный. Подвеска для улицы. Стерлинг wheel для улицы. Есть у нас кастом режим. Оба. И вот кастом режим мы можем уже тут сами, наверное, поиграться. Ну-ка. Вот, кастом сетап. Вот у нас появилось. Чик. И вот, и мы здесь уже можем сами настроить себя. Трансмиссию. У нас есть стрит, у нас есть товинг, у нас есть спорт. Да? Pedal shifter мы скажем выключить. Нет, включим их. Стерлинг wheel. Спортивное это будет самое тугое. Стрит это такое... больше расслабленная, рок, наверное, оно еще более расслабленная рак. Подвеска как работает стабилизация. Вот это все мы уже можем в кастом режиме настроить сами. Ну вот, в общем, у нас вот есть такая интересная страничка. Поехали дальше. Это мод, это мы переключаем наши режимы, как мы говорили. И здесь же в режимах и отражается работа нашей подвески и системы приводов. Так, что у нас есть? Автосетап. Автосетап то же самое, мы можем здесь выбирать какие-то... видите, тут тоже для определенного уровня мы что-то не можем выбирать. Окей, поехали дальше. Есть у нас Launch Control. Ну-ка, есть. Так, итак, сейчас мы в спортивном режиме, видите, все у нас тут загорелось красненьким. Подвеска настроена на спорт, рулевое управление на спорт, стабилизация на спорт. Ну, в общем, все перенастроило в спортивный режим. Все помощники электронные здесь присутствуют. Forward Collision Warning, это радар круиз контроль. Lane Sense, это контроль движения по полосе. Park Sense, это режим, умная парковка. Blind Spot Monitoring, контроль слепых зон. Hill Start Assist, это подъем в гору. Tile Fill Assist, это у нас что такое? Это контроль за датчиками давления в шинах. Есть, то есть все эти системы у нас работают. Поехали. А вот наши перформанс-странички, о которых я вам говорил и которые хотел вам показать. Крутящий момент, вот, есть. Вот у нас он как бы вот тоже в режиме реального времени он отражается. Дальше этот виджет, это сюда мы можем добавить какой-то из показателей. Это, я так понимаю, в секундах показывает вашу, за сколько секунд вы проходите определенное расстояние. Это ваша мощность. Так, это таймер, вы видите, здесь у нас стоит на 400 метров таймер.
То есть бам мы включили. Вы даже можете сделать снимки. Нифига себе, как это работает. Надо вставить специальную карточку. И она даже может снимать ваши, там, как вы едете по трассе, ваши заезды будут сниматься на видео. Так, поехали дальше. Так, это таймеры. Вот смотрите. 20 метров, 100 метров, 200 метров, 200 спид, 300 метров, 400 спид. И эти все показатели будут у вас записываться с вашим каждым, с вашей каждой попыткой. И лучше, я так понимаю, сохраняться. И вот Accept and Braking. Там это, наверное, от 0 до 100, от 0 до 160, дистанция торможения ваша и торможение, допустим, со скоростью там 50 км в час. Это тоже вы можете все эти ваши страницы сохранять, записывать. Так, Gauges. Показания охлаждающей жидкости, температуры масла, давление масла, трансмиссионной жидкости, battery voltage, температура в фильтре и буст вашего компрессора. Здесь вы видите уже вот у нас здесь такие же есть страницы. Положение машины по горизонтали спереди и сбоку. Так, Dyna Engine. Это вот эти все Dyna тесты, они здесь в графике уже у вас в реальном времени будут показываться. И эта страничка у нас показывает состояние трансфер кейса и вашего режима, в котором приводов вы находитесь. То есть сейчас он показывает, что задний дифференциал разблокирован, и основное это... Ну-ка, поехали. Ну, что мы едем в... Что мы едем в автоматическом режиме полного привода, но на заднем приводе в данный момент. Давайте вернемся к этой кнопке. Вот у нас есть кнопка Launch Control. Это чисто спортивная опция. На пикапах мы еще ни на одном такой опции не видели. Что это такое? То есть это позволяет опция вам максимально эффективно стартануть с места и максимально быстро набрать нужную, не нужно скорость и проехать определенный промежуток расстояния максимально быстро. И вот здесь вот Launch Control это вам позволяет сделать. То есть вы выбираете те обороты двигателя, с каких ваша машина начнет ехать. И вот эти вот кнопкой как бы вы уже выбираете, фиксируете и начинаете стартовать. Это тоже чисто такая рейс-функция. Так, все, это мы нашли, это мы вам показали, то, что мы хотели вам показать. Теперь давайте, наверное, про камеры еще посмотрим. Но я не думаю, что у нас здесь что-то есть новое. Окей, эта камера у нас показывает спереди. Это у нас камера, заработали все боковые камеры и вид сверху 360 градусов. Здесь мы можем сзади камеру так сделать, спереди камеру так сделать, спереди камеру сузить и сделать далеко. И показывает еще след, где проедут ваши колеса. Это очень полезная вещь, особенно оффроуд. Вы видите как бы рельеф перед вами и как поедут ваши колеса. И в то же время вы видите, они динамически как бы повторяют повороты руля. Давайте поговорим еще по отделке. Вот вы видите здесь, это опять же, если вы выберете у Launch Edition, она как бы штатная. Если вы выберете Red Accent пакет, у вас будет похожая отделка. И карбон пакет вам необходим, конечно же. Здесь у нас лейба. Это лейба получают только машины Launch Edition. Здесь зафиксирован ваш VIN-номер. Здесь говорится о том, про двигатель V8, Supercharged, 6.2 Hemi, ваш номер, 702 лошадиные силы. К сожалению, я думал, если честно, ожидал, что это где она выпущена, на какой фабрике. Еще будет порядковый номер
какой по числу это выпуск, там из 702, допустим, первый, второй или 700. Но здесь этого, к сожалению, не присутствует. Ну вот и все. Здесь тоже у нас алькантара, здесь хорошая напа кожа, здесь карбон, здесь отделка под полированный алюминий. Ну, все очень красиво, хорошо, очень качественно выполнено. В общем, претензий по салону совершенно никаких. Это, опять же, повторюсь, не Ford, но мы ждем скорости ответ Форда. Мы скоро заберем, у нас придет Limited новый 14-го поколения, 150, и мы, как говорится, сделаем сравнение. Так, ну что, друзья, вот мы вам представили наш долгожданный RAM TRX, и еще тем более это Launch Edition, это самая лимитированная серия и самое дорогое исполнение. Что сказать, наши впечатления просто потрясающие вообще, начиная от качества сборки и заканчивая ощущением от вождения этого автомобиля. Это просто супер. Ни на одном из пикапов я так не ехал. Это было, наверное, года 3-4 назад, когда вышел Jeep Trackhawk с точно таким же мотором Hellcat. У нас было несколько штук, мы покупали нашим клиентам, и мы тестировали их. Но все равно вот как-то, да, он очень быстрый, да, он очень мощный, но вот это сочетание больших размеров полноразмерного пикапа и вот этой мощи, что у тебя под капотом, и вот этой потрясающей управляемости не было ни на одном из пикапов. Поэтому, ну, реально я восхищен. И я уверен, что эта модель будет пользоваться популярностью, так же, как и Raptor. Вы можете посмотреть, у нас на площадке сейчас, по-моему, 6 Raptor'ов стоит, 8 Рэмов. И вы видите, тренды меняются постоянно. То есть какая-то выходит пикап, и это, сумасшедший спрос на него, и реально машина в тренде. Вот это то, что будущий тренд. И, как я говорил, у нас их порядка 10 в заказе сейчас. Вот 3 мы уже имеем на площадке. Причем это 3 Launch Edition. И я уверен, что спрос на этот пикап будет расти, и их будет еще больше. Вот, то есть наши ощущения потрясающие. Нам очень понравился этот пикап, и я надеюсь, он точно так же понравится и вам. Все ваши комментарии, пожалуйста, оставляйте. Мы всегда их читаем, и мы ценим ваше внимание и ваше время. Поэтому оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на наш видеоканал. А все, что касается ваших вопросов по покупке этого автомобиля, все контакты в описании. Ребята, пишите, звоните непосредственно нам, заполняйте заявку. Здесь будет форма, ссылка на форму заказа. И мы всегда вернемся к вам в течение 24 часов и дадим вам максимально конкурентные условия поставки непосредственно в ваш город. Все, спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.